Интернет-газета «Реальное время» представляет новый проект «Побег из города». Мы составили свой туристический маршрут для путешествий по Татарстану. А проехать его пригласили журналиста из Уфы Оксану Мамонтову и историка инженерии Айрата Багуддинова. Оксана ищет эмоции и впечатления, а Айрат — историческую ценность. Целую неделю они были в пути и каждый день подводили итоги увиденного, чтобы поделиться впечатлениями с читателями реального времени. Айрат, а зачем мы в Бугульму-то приезжали? Ты будешь смеяться, но я мечтаю попасть в Бугульму уже 6 лет, с тех самых пор, как я служил в армии и читал Ярослава Гашка «Похождение бравого солдата Швейка». В армии это читать очень смешно, потому что ты понимаешь, что армия не меняется никогда. Что австро-венгерская армия начала 20 века, что российская армия начала 21-го, все одно и то же. И узнавая больше про Гашка, я вдруг выяснил, что он, оказывается, его как-то занесло в нашу республику. Он воевал здесь во время гражданской войны, даже занимал пост чуть ли не коменданта Бугульмы, написал про это рассказы, и здесь есть его дом-музей. Ничего себе. Так давай заедем. К сожалению, он не работает сегодня. У них выходные, воскресенье, понедельник. Но без чего я точно не могу отсюда уехать, это без бутылочки бугульминского бальзама знаменитого, оформленной в виде солдата Швейка. О, здорово. Давай заедем. Давай зайдем в магазин. Айрат, надо наличку снять, вдруг карточки не везде принимают. Хотя жалко, конечно. Татфодбанк возвращает до 10% кэшбэка. Одно расстройство. Ехал 350 километров ради Швейка, и в итоге ни в музей не попали, ни бальзам не купил. Печально, конечно. Обрати внимание, Оксан, вон та гора называется Шатартау. Это самая высокая точка в нашей республике. По-моему, не очень-то она высокая. Ну, слушай, во-первых, у нас край равнинный, поэтому на фоне всего остального она высокая. Во-вторых, если уж тебе интересно, все, что выше 200 метров, называется горой. Но, если серьезно, то мне интереснее всего то, что в ней много меди, там издревле находились рудники. И мы с тобой как раз отправляемся в один из рудников. Это так называемые сармановские рудники, бывшие медные шахты конца 18 века, а сейчас рукотворные пещеры, в которых можно полазать. Готова? Конечно, поехали. О, ничего себе, живой Марио. Очень смешно. Вообще-то я специально притащил строительный комбинезон, чтобы отправиться в нем в рудники. Я уже весь в предвкушении. Ты знаешь, Айрат, я, пожалуй, не полезу. Вот этот 15-метровый узкий лаз меня как-то, честно говоря, пугает. Я вот лучше тебе водички на родниках наберу ключевой. Потом выйдешь, умоешься. Спасибо. Вот мы оказались в руднике, здесь прохладно, но очень впечатляюще. «300 лет назад крепостные крестьяне практически каторжным трудом вырабатывали вот эти вот штольни в местном песчанике. Работали несложными инструментами вроде кайла или зубила. И все ради того, чтобы добыть совсем немного вот этого вот медной руды. Этот рудник еще и памятник инженерного искусства начала 18 века. Тогда еще не использовали деревянные крепи и делали штольни не прямоугольными, а вот такими вот изящными арочными сводами. Кстати, еще одна интересная архитектурная практически деталь
каждая штольня, именно так называется искусственный тоннель, заканчивается вот такой вот аккуратной арочкой и полочкой. И до сих пор непонятно, каково их предназначение. Такие пещеры не стоит отправляться без опытного проводника, которым для меня стал Алексей. Тут настоящий лабиринт Минотавра. Вот, например, я иду по верхней галерее, а прямо подо мной еще одна, а тут целый перекресток. И все-таки, когда эта пещера превратится в туристический объект? Но сейчас это скорее зависит не от нас, а от чиновников, которые, в общем-то, продвигают этот проект. Вот. Я думаю, что через несколько лет, я думаю, что здесь что-то уже начнется. Вот. В дальнейшем здесь планировалось еще, кроме туристического объекта, еще построение небольшого такого научного городка, научного центра, который бы стал центром притяжения для специалистов, изучающих не только вот горные выработки, но специалистов, историков, археологов и так далее. Потому что здесь, на самом деле, вот эта вот восточная часть Татарстана, она слабо изучена в этом отношении. Вот, выработок огромное количество, и, в общем-то, они достаточно интересные. И раньше просто этим как-то вот целенаправленно никто не занимался практически. То есть это целый пласт такой истории науки, который вот занимает буквально 200-300 лет, который оказался забытым вот, на многие годы. Сейчас вот если вы в деревне кого-нибудь спросите, это будут они отдаленно только будут знать то, что у них когда-то есть рудники, кто-то что-то разрабатывал. У нас несколько раз было так, что мы приезжаем в деревню, на окраине которой огромные отвалы медного рудника, начинаем общаться с местным населением, они просто не в курсе. То есть они не знают, что это такое вообще было. То есть прошло время, сменились поколения, и просто вот эта богатая история горного дела, это же десятилетия, столетия, она ушла в прошлое. И сейчас в любой музей вы зайдете, у нас в любой музей Востока Татарстана чаще всего это горное дело представлено нефтяной промышленностью. То есть последние вот 50 лет нефть, там все, что связано с добычей нефти. А тот период, который намного более крупный, который связан там с драматическими историями, с восстанием крестьянского населения и так далее, то есть с тяжелым трудом. Вот вы сейчас ходите, вы представляете, насколько это был тяжелый титанический труд этих людей, которые примитивными орудиями здесь работали. Все это оказалось в прошлом и забыто. После такой вылазки надо бы привести себя в порядок. Алексей, скажите, пожалуйста, но все-таки есть ли смысл для обычного туриста заезжать в Набережные Челны или там совершенно нечего посмотреть? Город Набережные Челны, хотя и был основан, в принципе, первое поселение еще в 17 веке, но, к сожалению, там не сохранилось такого большого числа архитектурных памятников, скажем, как в Елабуге. Да? Из архитектурных памятников можно вспомнить в основном памятники культовой архитектуры. Это Вознесенский собор, бывшему село Боровецкое, и Орловский храм, и несколько небольших таких кирпичных и смешанных построек в районе улицы Центральная, в центре города Набережные Челны. А в целом у Набережных Челнов есть перспектива развиться как центра индустриального туризма. А что это такое? Такое интересное направление, довольно набирающее такую популярность в основном за рубежом пока, возможно, и у нас в ближайшее время сейчас начнут открываться такие маршруты. Это когда людей водят на крупные промышленные предприятия, показывают весь процесс весь процесс производства, начинающийся там от поступления металлов на фабрику, и заканчивающийся уже непосредственно там конечным продуктом.
Халид, скажите, пожалуйста, вот я сама из Башкирии, и у нас мед это прям вот бренд. Башкирский мед поставляется по всему миру. Вроде бы Татария рядом. Неужели у вас пчелы другие или цветы не те? Почему нет татарстанского меда, татарского меда? Почему нет? У нас дело в том, что наш мед, о нашем меде никто не кричит, никто не говорит. А бренд Башкирии получил вследствие того, что в какой-то там прошлом веке повезли в Европу мед из России, причем этот мед оказался из Башкирии. Он какое-то место там призовое занял, и вот появился бренд башкирский мед. А если судить конкретно по поводу меда, скажем, по качеству, я вам так скажу, в Башкирии количество пчелосемей около 300 тысяч, по-моему. У нас около 200 тысяч. А если взять по гектарной насыщенность, у них в 3 раза меньше пчел. У нас на гектар земли приходится примерно насыщен. А по качеству, лучше всего по качеству мед все-таки у нас. На этой пасеке бывает майский мед каждый год. Но я вам честно скажу, как большинство пчеловодов, я бываю к этому не готов. И редкие случаи я получаю майский мед. Вот у меня всего на 2 стоят это наставки, магазинки. Успел поставить, остальные так не успел. А так остальное в конце лета, да, получается, собираете? А главный взяток в нашей зоне, при наших климатических условиях, у нас принято считать, если природные эти условия совпадают с календарными, это июль месяц. То есть, грубо говоря, плюс-минус там недели 2, может быть. То есть это с 1 июля по 1 августа. Вот это главный месяц взяток в нашей зоне. То есть, и причем, скажем, этот месяц главный у нас взятка, и то, получается, в течение июля практически 1 неделя получается хороший взяток, когда пчелы приносят там, иногда даже максимально было до 15 килограмм в день приносит одна семья. То есть это всего несколько дней. Вот за эти дни они вот запасы сделают хорошие, то есть избыток, который мы откачиваем, и себе запас на зиму. А по поводу лечения пчел, я просто знаю, что обычно пасечники в этом очень сильно просвещены. Можете сказать, как вот вы используете продукты пчеловодства, может быть, самих пчел даже там на ревматизм куда-то там их что-то, да? Самих себя? Ну, да. У нас лечение, мед кушаем. У нас как есть какие-то продукты, которые вот прям помогают говорят, от всех болезней у нас молитва и мед, вот вещи. Да, это матка не лучшего качества. Это детки там, молодые. Они там запечатаны, вылупятся, и будет эта пчела. То есть они отстроили эти соты нынче весной. То есть вообще, по сути, мы их потревожили. У них сейчас был домашний вечер, они сидели дома, смотрели телевизор, а мы тут их заставили, да? Вот. Оксана, что это все-таки отличие от людей, да, они не отдыхают. То есть они работают. Вот это все уже свежий заложенный мед. То есть это майский мед вот здесь вот. А сколько у них вот период вот этих вот, как это? Детка растет, Да, сколько? детки, сколько растут? 21 день со дня откладки яйца. И через 21 день вылупляется уже... Сколько вообще живет пчела? Ну, по этому поводу, знаете, пишут тоже очень много. Но есть у меня свое особое мнение, потому что если взять литературу, считается, что летом пчела живет 35-45 дней. А зимой уж это которая зимует пчела, она до 7 месяцев, до 8, до 9 месяцев. Ну да, вот она уже переходит в роевое состояние. Что это значит? Что значит переход в роевое состояние? Вот они испортили ячейки, они должны быть такие, то есть это трутневые ячейки. То есть сюда засевается неплодное яйцо, из этих личинок вылупляется трутень. Это... То есть это пчела-мужик, да? Да, пчела-мужик, это самец. А вот тут они заложили маточники, маточные мисочки. Тут тоже я сейчас думаю, что уже положено яйцо. То есть так точно
вот если это положено яйцо сегодня, оно стоит в течение 3 дней, пока не вылупится из нее личинка. То есть эта семья через 9 дней, вероятнее всего, отпустит рой. Все-таки это... Надо налить. Нет, долго смотрим, они же... Ну, мне нравится, конечно. Конечно, и погода уже не Тут та. вечер Не летная выходного дня. погода. Когда летная погода, взяток есть, они ведут себя очень даже дружно. Это тоже. Так, только за сот-то не держи, вот за деревяшку только. Хорошо. Ну, чтобы- Мы сейчас будем есть отсюда мед, представляете? Майский. Айрат пробует у нас первый майский одуванчиковый мед. Так, вот здесь тоже есть, что ли? Так, ну что? А здесь нет. Я вижу такой... Очень вкусно. Ну что, мы прибыли в Елабугу. В отличие от предыдущих, не столь очевидных с точки зрения туриста мест, как Сарманово или Альметьевск, Елабуга претендует на то, чтобы называться одной из туристических мек республики. Посмотрим завтра, оправдаются ли наши надежды. А что в нем интересного в этом городе? Ну, здесь много чего. Во-первых, это тоже древний булгарский город с городищем начала 12 века, а еще я слышал, здесь хорошо сохранившаяся купеческая застройка. Хорошо, ты знаешь, я завтра очень хочу пообщаться с местным жителем. Один бизнесмен согласился со мной встретиться. Я увижу город несколькими десятилетиями назад глазами местного жителя. Классно. Ну что, пора подвести итоги дня. Как твои впечатления? Ты знаешь, мне очень понравилось сегодня на пасеке. И, что интересно, любой турист, ведь проезжая мимо деревни Мальцевых, с июля по август может заехать к семье Каримовых и купить у них мед. Вкуснейший причем мед я с удовольствием возьму, когда начнется сезон, себе баночку. А у меня было самое яркое впечатление, знаешь, какое? Пещера, конечно же, потому что для меня было очень важно понять, как она устроена изнутри, как она держится. Оказывается, представляешь, там нет никаких скрепей, которые держат горное давление грунта. Просто наши предки тогда, в начале 18 века, умели так делать сами своды, так вести эту проходку, что она вот сама держалась. То есть это настоящий инженерный Они что, в 18 веке это понимали? Да, то есть они делали то, что сейчас, в принципе, не каждый умеет делать. Слушай, здорово. Ну, давай оценки тогда поставим. Да. Эмоциональность. Да, эмоциональность, но я буду только за пасеку ставить, потому что в пещере я все-таки не была, а за пасеку 10. Даже я бы 20 поставила, ну, у нас ограничен критерий 10. Да, 10 давай. Историко-культурная ценность, ну, тоже 10. Пещера меня очень впечатлила.